Знаете, кто был самым загадочным армянином в истории? Пока политики делили территории, а промышленники качали нефть, один человек занимался абсолютно другим. Он взламывал код человеческого сознания. К нему в уединенное поместье под Парижем съезжались миллионеры, знаменитые писатели и архитекторы. Они бросали свои роскошные жизни, чтобы рубить дрова, чистить стойла и часами исполнять сложнейшие мистические танцы под его жестким руководством. Кто он? Великий просветленный мастер, владеющий тайнами Вселенной? Или самый гениальный манипулятор в истории, заставивший мировую элиту подчиняться своей воле? Его звали Георгий Гурджиев, загадочный философ, композитор и путешественник, чей путь начался в армянском городе Гюмри. Сегодня мы разберем его феномен и уникальную систему «Четвертый путь». Смотрите это видео до самой последней секунды, потому что в конце мы раскроем один парадоксальный, но невероятно простой метод Гурджиева. Ту самую технику, которую вы сможете применить уже сегодня, чтобы проснуться, сбросить с себя оковы повседневной рутины и перевернуть свое восприятие реальности. Присаживайтесь поудобнее, мы открываем двери в непознанное. Начнем нашу историю с конца 19 века. Александрополь, так тогда назывался современный Гюмри. Город, высеченный из черного вулканического туфа, где в воздухе висела густая смесь языков, религий и тайных учений. Здесь древние армянские легенды переплетались с преданиями Востока, а на шумных рынках можно было встретить загадочных странников, суфийских мистиков и хранителей древних тайн. Именно в этой магической атмосфере растет юный Георгий. Его отец — уважаемый Ашук, странствующий сказитель и поэт. С самого детства мальчик впитывает древние мифы, эпосы и предания, в которых, словно в сейфе, зашифрованы осколки забытой истины Вселенной. Позже Гурджиев раскроет невероятный факт. Его отец, по памяти, пел древнешумерский эпос о Гильгамеше задолго до того, как европейские ученые раскопали и расшифровали эти клинописные таблички. В то время как другие дети мечтают о богатстве, торговле или успешной карьере, Гурджиев внимательно наблюдает за взрослыми и замечает нечто пугающее. Он видит, что люди вокруг действуют как заведенные механизмы. Они радуются, переживают, работают и создают семьи абсолютно бессознательно, подчиняясь внешним обстоятельствам. Гурджиев задается вопросом, от которого мурашки идут по коже. В чем подлинный смысл жизни на Земле? Почему все эти люди живут так, словно они находятся в глубоком гипнотическом сне с открытыми глазами? Его пытливый ум начинает лихорадочно искать ответы. Он изучает физику, химию, астрономию, читает духовные трактаты, погружается в тексты самых разных конфессий. Но ни в классической науке, ни в традиционных догматах он не находит того самого ключа. Все эти знания кажутся ему лишь бледной тенью, обломками чего-то грандиозного. Он понимает пугающую вещь. Подлинное знание, способное пробудить человека и дать ему власть над своей судьбой, было либо намеренно спрятано, либо безвозвратно утеряно в веках. Юноша начинает исследовать мистические уголки вокруг родного города, изучает руины древних храмов и наблюдает за ритуалами закрытых общин. Он окончательно убеждается, что разгадка существует, но она надежно скрыта от непосвященных. И чтобы собрать этот гигантский пазл, ему придется оставить Гюмри и отправиться туда, куда строго запрещен вход обычным людям — в затерянные монастыри, закрытые горные братства и запретные зоны Востока. Так начинается великая экспедиция за пределы известного мира, которая превратит обычного мальчика в архитектора человеческих душ. В возрасте 20 с небольшим лет Гурджиев буквально исчезает с радаров обывателей. Наступают десятилетия полнейшей тишины. Он собирает вокруг себя уникальную команду из врачей, инженеров, археологов и священников. Тайное общество, назвавшее себя «Искатели истины». Эта группа ставит перед собой амбициозную цель — проникнуть в те места, куда вход для чужаков закрыт навсегда. Под видом бродячих торговцев, слепых паломников и нищих дервишей они просачиваются сквозь границы и исчезают в песках времени. Они спускаются в неисследованные подземелья Древнего Египта, изучают скрытые трансовые практики закрытых суфийских орденов на Ближнем Востоке, с колоссальным риском пробираются через заснеженные, обледенелые перевалы Тибета. Но главной целью Гурджиева было мифическое братство Сармунг, легендарная эзотерическая школа, основанная тысячи лет назад еще в Вавилоне.
Говорили, что эта обитель спрятана глубоко в горах Центральной Азии и хранит подлинные ключи от законов Вселенной, недоступные простым людям. Спустя годы из этих изнурительных странствий Гурджиев возвращается совершенно другим человеком. У него появляется тот самый пронзительный, гипнотический взгляд, о котором позже будут с трепетом писать его знаменитые ученики. Он привозит с собой не сундуки с золотом и не истлевшие манускрипты. Он привозит нечто в 1000 раз более ценное — систему. Он собирает разрозненные фрагменты древних учений в единый, безупречно работающий механизм трансформации личности. И первое, что он делает, бросает миру ледяной, отрезвляющий диагноз. Он заявляет: «Вы все просто машины. Вы думаете, что принимаете решения, но на самом деле вы действуете абсолютно механически. Вы не способны творить. С вами все просто случается, как с заводными куклами. Вы спите наяву. И чтобы стать настоящим человеком, нужно перестать спать». То, что предложил этот философ из Гюмри, получило название «Четвертый путь», и это перевернуло всю мировую эзотерику. До него считалось, что для духовного развития существует только 3 дороги: путь факира — жесткое укрощение плоти, путь монаха — подавление и контроль эмоций, и путь йога — суровая тренировка ума. Но у всех этих путей был один огромный минус — они требовали полного отказа от социума. Нужно было уйти в Гималаи, запереться в келье или годами сидеть в пещере. Гурджиев же создал систему специально для современного, суетливого человека. Он сказал: «Вам не нужно прятаться от мира в монастырях. Ваша повседневная жизнь, ваши пробки на дорогах, семейные конфликты, рабочие стрессы, финансовые проблемы — это и есть ваш идеальный тренировочный лагерь. Именно там, где вам сложнее всего, скрыт ваш главный потенциал для пробуждения». Для объяснения сложнейших законов космоса и человека он использовал загадочный символ — эннеаграмму. А главным и самым зрелищным инструментом трансформации стали знаменитые священные танцы или движения. Представьте себе невероятно сложные, почти инопланетные физические упражнения. В них голова, руки, ноги и даже глаза должны были двигаться в абсолютно разных, не связанных друг с другом ритмах. Это был настоящий легальный взлом нервной системы. Выполнение этих движений мгновенно ломало привычный автоматизм тела. Человек впадал в ступор, его мозг буквально закипал от перенапряжения, не в силах справиться с многозадачностью по старым шаблонам. И именно в этот самый момент, на пике колоссального внутреннего напряжения, по мнению Гурджиева, случалось чудо, рождалась подлинная, кристально чистая осознанность. Человек на долю секунды просыпался. Наступают ревущие 20-е годы прошлого века. Европа жаждет новых смыслов, и именно в это время в роскошном историческом замке Шато-дю-Приере под Парижем Гурджиев основывает свой легендарный Институт гармонического развития человека. И здесь начинается самое невероятное зрелище, за которым, затаив дыхание, следит весь светский мир. Слухи о таинственном кавказском мастере со жгучим взглядом, который творит немыслимые вещи со своими адептами, мгновенно разлетаются по обе стороны океана. Забудьте о классических духовных школах с успокаивающими благовониями и тихими медитациями на ковриках. То, что происходило в Приере, больше напоминало экстремальную психологическую лабораторию. К армянскому философу устремляется вся интеллектуальная и финансовая элита того времени. Известная британская писательница Кэтрин Мэнсфилд, гениальный американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт, выдающийся философ Петр Успенский, десятки аристократов, светских львиц и миллионеров бросают свои шикарные особняки в Лондоне и Нью-Йорке, чтобы оказаться рядом с ним. Но те, кто ждал ласковых речей и духовного утешения, получали жесточайший шок. Гурджиев не был добреньким, умиротворенным гуру в белых одеждах. Он был суров, абсолютно непредсказуем и порой шокирующе резок. Он встречал своих высокопоставленных, разодетых в шелка гостей и немедленно отправлял их чистить стойла, колоть дрова, мыть котлы на кухне или таскать тяжелые камни под палящим солнцем. Мастер виртуозно создавал искусственные трения и невыносимые бытовые конфликты между учениками. Он специально назначал на совместную работу людей, которые на дух друг друга не переносили.
Он мог разбудить изнеженных интеллектуалов посреди глубокой ночи, выдать им лопаты и заставить копать гигантскую траншею в саду. А на утро, когда измученные люди падали с ног от усталости, он с абсолютно невозмутимым лицом приказывал закопать ее обратно. Это была филигранная хирургическая операция по разрушению человеческого эго. Гурджиев утверждал, что наша привычная личность — это просто дешевый костюм, набор фальшивых социальных масок, чужих мнений и автоматических рефлексов. Богач верит в свое величие только из-за счета в банке, а интеллектуал прячется за прочитанными книгами, оставаясь внутри глубоко спящим. Он понимал, только создав максимальный невыносимый дискомфорт для этих масок, можно заставить их треснуть по швам. Только доведя человека до точки эмоционального и физического кипения, можно извлечь на свет его истинную, живую сущность. Он гениально играл с их умами. Гурджиев мог публично и жестко высмеять влиятельного банкира, заставляя его чувствовать себя полным ничтожеством, а простого садовника в ту же секунду возвышал до небес, назначая главным над аристократами. Он ввел знаменитую практику внезапного крика «Стоп!». Услышав эту команду, каждый житель замка должен был мгновенно замереть в той позе, в которой его застал голос мастера. Даже если он в этот момент нес горячий суп, заносил топор над дровами или стоял на одной ноге. В этой паузе ученики могли своими глазами увидеть всю скованность и автоматизм своего тела и мыслей. Гурджиев безжалостно выбивал привычную почву из-под ног своих последователей, лишал их всех уютных опор и иллюзий. И все это ради одной великой цели — разрушить их внутреннюю тюрьму и заставить летать по-настоящему. Но постойте, возникает логичный вопрос. Кто оплачивал эти грандиозные психологические эксперименты? Содержание роскошного замка под Парижем, питание десятков учеников, поездки по миру — все это требовало колоссальных финансов. И здесь раскрывается еще одна поразительная грань армянского мистика. Гурджиев обладал фантастической деловой хваткой и мог добывать деньги буквально из пустоты. В юности он виртуозно чинил сложную технику, торговал редкими восточными коврами на европейских рынках, а однажды провернул невероятный трюк. Покрасил обычных воробьев анилиновой краской и с огромным успехом продал их на базаре как редчайших экзотических канареек. Он делал все это не из банальной жадности. Для него мировая экономика была такой же иллюзорной игрой, матрицей, которую можно легко взломать, если твой разум абсолютно бодрствует. Он показывал ученикам: материальный мир покоряется тому, кто его не боится. Еще один шокирующий факт — его музыкальное наследие. Не имея классического профессионального образования, Гурджиев перенес на Запад сакральные звуки древних азиатских храмов. Работая в паре с блестящим композитором Томасом де Гартманом, он создал более 300 уникальных произведений. Картина в студии выглядела фантастически. Мастер просто насвистывал загадочные мелодии или наигрывал одним пальцем сложнейшие несимметричные ритмы, а Гартман лихорадочно перекладывал их на ноты. Эта музыка исполняется до сих пор, потому что она обходит логику мозга и напрямую воздействует на глубокие слои подсознания. Кроме того, Гурджиев устраивал в своем замке легендарные пиры с десятками восточных блюд. Кульминацией этих застолий был странный ритуал — тосты за собственную глупость. Гурджиев выделил 21 тип человеческой глупости, и каждый гость, будь то влиятельный банкир или известная звезда, должен был публично признать свой тип и поднять за него бокал. Это был очередной гениальный трюк — заставить элиту искренне смеяться над собственной значимостью и навсегда снять с себя корону. Георгий Гурджиев до самого финала своего невероятного земного пути оставался неразрешимой загадкой для современников. Кем же он был на самом деле? Именитые критики и журналисты яростно называли его шарлатаном, искусным гипнотизером и хитроумным авантюристом, который просто продавал заскучавшим богачам красивую иллюзию тайного знания. Но тысячи преданных последователей, от голливудских режиссеров до выдающихся мыслителей, видели в нем единственного человека на планете, способного пробудить их от летаргического сна обыденности. Уникальность Гурджиева заключается в том, что он, начав свой путь мальчиком на пыльных улицах армянского Гюмри, смог совершить невозможное. Он блестяще синтезировал тысячелетнюю мистическую мудрость закрытого Востока и жесткий рациональный прагматизм Запада.
Он создал учение, которое стало пугающе актуальным именно сегодня, в эпоху гаджетов, бесконечного скроллинга и информационного шума. А теперь то, ради чего вы досмотрели этот ролик до конца. Та самая обещанная тайна. Главная техника Гурджиева, фундамент системы четвертого пути, которую он требовал от своих учеников практиковать каждую секунду своего существования, она называется самовоспоминание. Прямо сейчас, слушая звук моего голоса, сделайте паузу. Осознайте себя. Почувствуйте реальный вес своего тела на стуле или диване. Ощутите температуру воздуха кожей. Осознайте, что вы смотрите на экран, и одновременно, в эту же самую секунду, осознайте себя, смотрящего на этот экран. Не теряя фокуса на видеоряде, переведите часть внимания глубоко внутрь. Сделайте свой фокус двойным. Я воспринимаю этот мир, и я осознаю себя в этом мире. Гурджиев утверждал жестокую правду. Мы всегда полностью поглощены объектом. Нас затягивает интересный разговор, водоворот мыслей, тревога о будущем или просмотр ленты новостей. В этот момент нас просто нет. Мы растворяемся. Мы полностью забываем о том, кто совершает это действие, превращаясь в механических кукол. Попробуйте удержать это двойное внимание, это самовоспоминание, хотя бы пару минут в течение сегодняшнего дня. Вы будете поражены, вы испытаете настоящий шок от того, насколько это колоссально тяжело. Вы увидите, как быстро ваш ленивый мозг сдастся и снова погрузится в комфортный автоматический сон иллюзий. Но именно эта крошечная искра волевого усилия, этот короткий, но кристально ясный момент «я здесь, я существую прямо сейчас» и есть самый первый, самый важный шаг к реальной свободе. Это единственный способ выйти из матрицы и вернуть абсолютный контроль над своей судьбой. Этот метод — лишь малая часть огромного сложного пазла, который оставил после себя гений из Гюмри. Человек, бросивший вызов всему человечеству и доказавший, величайшие тайны Вселенной скрыты не в заснеженных пещерах Тибета и не в подземельях Египта. Они спрятаны внутри нас самих. Нужно лишь набраться смелости, проснуться. А мы благодарим вас за просмотр и желаем вам отличного дня.